Аплодисменты. Значит, я выступал, это мой первый слайд. Я выступал на Jailbreak на прошлой неделе и получил такие ревью, после этого мне прислали организаторы. Один из ревью вот это, я вам всех 3 покажу. Примерно в таком ключе будет и сегодняшнее выступление. Я буду говорить, наверное, минут 10, может быть 12, потом будут вопросы и остальные 50 минут. Ты напрасно не в белом пришел. Да, это следующий слайд. Следующий слайд, такой, это текст, который мне дали на ревью слушателей. Второй слайд такой, это такая реакция на Jailbreak. Я рассказывал о чем-то похожем, не об аннотации, я рассказывал о статических методах, но реакция была вот такая. И третий текст, который я получил. Я долго думал над ними и решил, в общем-то, не опровергать все 3. Я решил, что нет смысла, я их лучше подтвержу. В общем, не буду говорить ничего против. Начнем с Д'Артаньяна. В 2 словах обо мне. Это немножко так, я все свои регалии сюда выложил. Вы можете посмотреть мой рейтинг на Stack Overflow. Я Oracle Certified Master уже как 10 лет. Я написал книжку Elegant Objects про объектно-ориентированное программирование. У меня есть Twitter аккаунт достаточно популярный. У меня на GitHub больше 1000 фолловеров. И у меня своих open source проектов несколько, которые вы тоже, может быть, кто-то слышал, может кто-то пользовался. Они справа, слева, то есть их название. И под моим руководством проработал за последние 4 года, наверное, 250 около того программистов. То есть на этом мы зарабатываем, на этом, в общем-то, и живем. Говорить будем про объектно-ориентированное программирование, которое с легкой руки одного из слушателей, сидящих в этом зале, было названо TrueOP в прошлом году после JPoint 2016. Это объектно-ориентированное программирование, которое я предлагаю сделать в таком формате, в котором я предлагаю. И оно, на мой взгляд, лучше, чем то ООП, которое предлагали вам на этой конференции до моего доклада. Давайте скажем так, да. Было несколько докладов сегодня и вчера, в которых активно показаны были аннотации, в частности в фреймворке Spring. Но это не единственное место, где аннотации используются в Java. И вот я попытался перечислить все места, которые я смог найти в Java, где используются аннотации. Если я чего-то упустил, то скажите мне. Но, наверное, это все. Это аннотации, вот они используются при компиляции, они используются в dependency injection, в контейнерах, точнее, dependency injection, при сериализации, при валидации, в поведенческом таком аспекте, где нам нужно управлять поведением, в аспектно-ориентированном программировании, может кто-то знает, что это, тоже довольно популярно, в юнит-тестах используем аннотации, и есть такая библиотека Lombok, которая модифицирует байт-код после компиляции, в процессе компиляции, которая тоже использует аннотации. Вот такие, в общем-то, все способы их использования. Я считаю, что 70-80% этого использования, оно вредит нашему коду. Есть моменты, которые мы обсудим в конце, которые избежать невозможно, и они, наверное, на мой взгляд, все-таки не вредят. Я выбрал один пример, мы не будем все их рассматривать, я выбрал один пример аннотации, который покажу, как мы ее используем, и покажу альтернативу. И, в общем-то, попытаюсь объяснить, почему так, как мы ее делаем в Java, это плохо, точнее, в Java библиотеках, а так, как вот я предлагаю, это хорошо. Я взял аннотацию get из JAX-RS. Наверное, слышали такую библиотеку. Мы создаем страничку, которая принимает get-запрос и отдает hello world. Вот так она выглядит. Потом это все компилируется, добавляется библиотека, добавляется фреймворк, это JAX-RS, и она начинает работать на get-запрос, на HTTP get-запрос, возвращает нам hello world. Значит, зачем здесь аннотация, зачем мы ее придумали? Потому что в оригинале, наверное, это должна была бы выглядеть, этот класс должен был бы выглядеть вот так. Вместо этой аннотации get, наверное, это предполагалось, так, логика работы выглядит так. Нам приходит request в этот метод index, дальше мы смотрим, а get ли это, и если это get, мы возвращаем hello world, если это не get, то мы говорим метод not-found. Но поскольку мы не хотим делать такой if в каждом классе, то библиотекой предлагается аннотация get для того, чтобы этот как бы дублированный код, который нам лишний, потому что нам реально нужна только строка return hello world, нам не нужна вся эта обвязка, он выносится в сторону, и добавляется аннотация. Я думаю, логика работы понятна, я попытался вынести в сторону, не знаю, как именно это реализовано в библиотеке, но, наверное, это сделано как-то так. У нас остается страничка класс get, класс page, и добавляется какой-то класс dispatcher, или что-то такое в библиотеке,
которая делает, в общем-то, именно это. Она берет, у нее есть там где-то этот пейдж, который, наверное, к ней как-то приходит, и она пытается, вот она смотрит на то, есть там эта аннотация или нет. У нас получается два класса. В одном классе это диспетчер, который смотрит на эту страницу, смотрит на эту информацию в аннотации, и если аннотация есть, то этот вот диспетчер что-то с этим классом делает, основываясь на информации в аннотации. То есть мы дублирование кода решили путем разнесения этого на двух классов. Мы создали два класса. В одном оставили return hello world, в другом сделали диспетчер. Как-то так получилось. Приходит запрос диспетчер, диспетчер думает, обращается к странице и это отдает. Я вижу три серьезных проблемы у этого подхода. Первая проблема. На мой взгляд, это архитектура, перевернутая с ног на голову. Страница диктует тому, кто над ней, что должно происходить. Вместо того, чтобы верхний элемент спускал функционал вниз, происходит, что нижний элемент диктует тому, на самом деле, то есть получается зависимость перевернутая вверх-нога. То есть младший, который не должен ничего знать о том, кто находится вверху, это вообще основной принцип архитектуры, компьютерной архитектуры. Мы должны делать так, чтобы нижние элементы, которые находятся под нами, не знали о том, что находится вверху. В данном случае у нас эта зависимость прямая. Мы фактически аннотацией get диктуем этому диспетчеру, что с нами делать. Мы говорим, мы принимаем только запросы get. Мы фактически влияем на функциональность, находящуюся наверху. На мой взгляд, это ошибка архитектурная. Первая проблема. Вторая проблема. Мы не знаем, сколько этих диспетчеров вообще. Мы были, опять же, вы знаете, как Spring это работает. Мы добавляем какое-то количество аннотаций. Мы точно не знаем, сколько там этих диспетчеров, как они будут с этим работать, посмотрят они на эти аннотации, обратят они на них внимание или они не обратят на них внимание. Вот я сделал такой слайд, который примерно описывает эту ситуацию. То есть, есть там диспетчер? Ну, наверное, да. Ты его видишь? Нет, а он есть. То есть мы имеем какую-то зависимость, от которой мы на самом деле зависим, но мы не знаем, сколько их, мы не знаем, как они работают, мы можем только предполагать и догадываться о том, какой там функционал находится. Мы ему этому функционалу, во-первых, мы даем тому, кто над нами, даем инструкции, как с ними обращаться, это категорически неверно в любой архитектуре. И второе, мы не знаем, кому мы даем эти инструкции, сколько там этих процессов. Ну и последняя проблема, третья, это в том, что данные, эти аннотации используются не только для get, они для других сценариев используются. С помощью аннотаций мы фактически раскрываем, во многих случаях мы раскрываем наш объект и позволяем тому, кто с этими аннотациями работает, работать с нами так, как мы не ожидаем. То есть мы во многих случаях делаем наши данные открытыми, мы нарушаем инкапсуляцию. Во-первых, мы данные открываем, а во-вторых, мы просто нарушаем идею о том, что объект должен быть сам по себе закрытым таким блэк-боксом. Вместо этого мы разрешаем тому, кто находится снаружи, в этот блэк-бокс залазить, грубо говоря, прямо внутрь. Вот как в этом случае в этой аннотации. Мы показали get, но снаружи этот get будет использован теми способами, как они хотят, а не так, как мы этого хотим. То есть инкапсуляция серьезно нарушается. Может, в случае get это не так серьезно, но если это аннотация, допустим, inject, или аннотации, допустим, там XML элемент, или аннотации, которые вот открывают данные и аннотируют геттеры там, или конструкторы, в данном случае мы просто делаем из нашего закрытого объекта, предполагаемо закрытого, мы делаем такую открытую коробку с данными, с которой кто-то будет забирать, например, dependency injection контейнер, или вкладывать обратно. Вчера на разборе полета был вопрос о том, как я отношусь к dependency injection контейнеру. Соответственно, я отношусь очень негативно, потому что с помощью этих аннотаций, вот это CDI API, спецификация, она фактически превращает наши объекты в такие открытые контейнеры с данными, которые кто-то может положить, кто-то может забрать. И теперь альтернативное решение, у меня еще минуты 4 есть, а потом вы будете задавать вопросы. Должно быть не так. Мы действительно должны этот класс page разбить на две части, потому что не должно быть это дублирование этого кода, которое было показано выше. Мы должны его разнести на две части, но это разнесение должно выглядеть следующим образом. Мы должны оставить основной page, который делает hello world, и обернуть его, то есть инкапсулировать его внутрь диспетчера, контейнера, чего угодно. Только он будет называться не диспетчер и не контейнер, а он будет называться get page, то есть страница, которая понимает только get запросы. Код ее будет выглядеть примерно так. Мы оставим там, hello page, мы назовем эту страницу, которая отвечает hello world, а страницу, которая принимает только get запросы, мы назовем get page. Они оба являются пейджами, они оба имплементируют один и тот же интерфейс, но они одна в другую вкладываются, и ведут они себя как страница. И маленькая страница ведет себя как страница, и большая себя ведет как страница. Только большая отбрасывает все, что не get, а маленькая не знает ничего про отбрасывание.
Вы видите, что исчезла связь между hello page и get page. Они друг о друге не знают. То есть get page знает о том, что она инкапсулирует, а внутренняя страница, а внешне не знает. Это правильная архитектура. Опять же, во втором случае мы знаем зависимости, потому что мы точно инкапсулируем. Мы всегда будем знать, что get page, мы создаем ее через конструктор, и мы, естественно, в нее вложим hello page. Она друг друга инкапсулирует. Зависимость будет четкая, явная, проявленная, нам будет понятно. Мы не будем искать этот постпроцессор где-то там на просторах Spring. Вот так это должно быть. Еще несколько слайдов. Вот так выглядит процедурный, снова из того, что я сказал, вот так выглядит процедурное программирование, когда объекты у нас вот так размещены, и между ними стрелки, они друг другу вызывают метод. У нас есть диспетчер, у нас есть page, у нас есть аннотация. Аннотации помогают нам разобраться, кому что вызывать, помогают как-то связать объекты между собой. Это постпроцессор, а это у нас там сервис, вот мы их связали аннотацией, они друг друга поняли. Такой дизайн процедурный, он пришел к нам из языков процедурных, остался в Java, и большинство кода написано именно так. Вот так выглядит объектно-ориентированный код. Когда объекты, те же самые объекты, только они вкладываются друг в друга, они друг друга инкапсулируются. И связи между ними существуют только от большего к меньшему. Вот те аннотации, которые я перечислил, вот я перечеркнул те, которые однозначно можно убрать из Java, прямо завтра, то есть можно их перестать использовать. Какие-то пункты перестать использовать нельзя. Первый пункт по компиляции, override, suppress warning, duplicate, эти аннотации, это аннотации этапа компиляции, я в них ничего не имею. Это такое метапрограммирование, это я даю инструкцию компилятору о том, как обращаться с моим кодом. Вот он смотрит на это дело и компилирует как-то по-своему. Здесь никаких проблем нет, это, в общем-то, к этим претензий нет никаких. Аспектно-ориентированное программирование. К сожалению, в Java нет правильной такой хорошей реализации AOP не через аннотации, поэтому пока их оставляю. Ну и ламбок, это тоже этап компиляции, который тоже байт-код модифицирует во время его сборки, поэтому никаких особых проблем нет. Вот это ссылка на статью, в которой я это все описал, можете ее открыть, почитать, там это описано подробно. Сканировали? Ну и у меня еще 3 слайда. А можно ли посмотреть код, как это выглядит в реальном мире, потому что мы возвращаемся к тому комменту, не маньяк ли автор. Можно, он должен кивать, он кивает, да? В общем, можно посмотреть код. Сейчас я попытаюсь его вам показать. Это реальный код. Абсолютно реальный, так, это еще пока не код. Это реальный из продакшена код. Продакшн. Значит, вот эта система, которая... это CDN, это мой проект, небольшой на Java. Это CDN, у него реально несколько сотен клиентов. У него 400 доменов сейчас хостится, начиная с моего там блога и разные домены, которые хостятся, он отдает CDN, там 30 гигабайт в месяц мы обрабатываем. Это реально живой проект на Java, который написан и уже несколько месяцев работает. Значит, вот его класс, который... Это главное приложение. То есть это... Вопрос, не маньяк ли ты? Да. То есть это мы создаем приложение. То есть вся работа, весь процесс создания этого приложения, инкапсуляция маленьких объектов в большие, вот она так выглядит. Смотрите, new, это все new. То есть мы создаем и заканчиваем. Это все создание одного большого объекта. Мы его создали, потом он весь этот объект, что интересно, потом он весь заворачивается в вот эта точка entrance. Он заворачивается в такой объект, называется FT-CLI, и запускается словом start. Внутри этого FT-CLI я специально нашел, это уже библиотечный метод, библиотечный класс, то есть в нем происходит еще немножко, он заворачивает еще в несколько, там 6 еще дополнительных классов. Он сначала заворачивает BK Basic, потом BK Save, потом BK Timeable, потом это все заворачивается еще в FT Basic, в общем, еще 6 раз он заворачивается, и в конце он заворачивается в один последний класс, который называется, чтобы я не обманул, да, в общем, в конце он сделает front start. То есть фактически приложение, веб-сервер, это такой большой объект, в него инкапсулируется приложение, а в приложение инкапсулируется еще глубже. И самый маленький объект, если мы спустимся в самый низ, то мы увидим, например, вот такой вот объект, который умеет, вот, например, так, в случае, когда он ловит robots.txt, он возвращает пустую строку. То есть самый примитивный, самый маленький объект, например, это вот такой, это тот самый page, о котором мы говорили. Если я возьму вот этот page и только его запущу, я могу не заворачивать его во все эти, я посмотрел уровни, там заворачивается в 22 раза. 22 разных объекта на него накладывается.
Если я уберу все 22 и запущу только этот один, то у меня весь веб-сервис ведется, он всегда будет отвечать пустую строку. Я не хочу, чтобы он отвечал пустую строку, поэтому я обернул его там в какой-то форк, который определяет по URL, куда заходить, потом еще сложнее, навернул вот это все вместе для того, чтобы получилось полноценное веб-приложение. То есть я вот таким образом prove свой point, что мы должны не разложить эти все 26 объектов по местам, проаннотировать их и научить их знать друг от друга. А мы должны все их 26 один в другой завернуть, получить такую матрешку. Эта матрешка и будет наше приложение. Вот это одна большая матрешка, у нее есть один метод start, там, или как он называется, start. Мы этот старт вызываем, вся эта матрешка начинает жить. И таким образом мы достигаем, мы решаем те все проблемы с архитектурой, которые я сказал. И у меня еще один последний слайд. И все. Да, значит, теперь я буду переходить к вашим вопросам. Единственное, что я хотел сказать, что... Да, два момента. Значит, во-первых, у меня есть книжка, да, такая, те, у кого есть эта книжка в зале, могут ко мне подойти, я дам вот такие стикеры. Вот. Это первый месседж, который... Пока вопросы начали, пока еще не загорелось, я скажу, да. Автографы, если книжка с собой. Да, можно автографы, можно взять такие стикеры, только если у кого есть книжка, потому что стикеров мало. И второе, кому интересен этот подход, у меня есть несколько open source проектов на Java, которые нужны волонтеры. То есть есть реальные продукты, на которых можно вот именно так попрограммировать. Если вам надоел ваш спринт в Enterprise, которым вы занимаетесь каждый день, напишите мне email, можно его найти на моем блоге. И я вас включу в один из этих проектов. Естественно, бесплатно. Но они open source, они открыты. И вы попробуйте поконтрибьютить и понять, как это работает. Вот в реальном продакшене. У меня все, теперь вопросы. Ну что, я начну? Давай, может, начнет тот, у кого. Ты думаешь, нет? Да, я боюсь тебя, да. Боишься? Давайте попозже. Попозже? Ну, Давайте вопросы, да, у кого кто реальные. не, у меня реальный вопрос. Подожди, подожди. Ну, я знаю, что вопросы. Давай. Вот вы сказали, что у нас получается... Вот, вы сказали, что получается, что пейдж говорит диспетчеру, что делать. Так, получается, что наоборот, вы пейдж аннотируете и говорим, диспетчер, когда ты меня возьмешь, вызови у меня вот этот метод. Ну, мы, по сути, просто возьми и сделай вот это. Все правильно? Ничего не говорим. Именно, мы говорим диспетчер, когда ты, вот на это можем остановиться. Мы говорим, двоеточие, диспетчер, запятая, но мы не имеем этого права делать. Это на самом деле Мы не можем так. сказать, Мы не можем с нижнего уровня архитектуры разговаривать сверху. Мы ничего не говорим Мы диспетчеру. можем сказать по-другому. Можно сказать, я умею делать вот это. Когда ты будешь обрабатывать, ты В смысле, не важно кто, да, кто бы меня не обрабатывал, Вот. да, такое, Я такое. ничего не говорю диспетчеру. потому я что- умею делать вот это. Вот. Имей это в виду. У нас же есть методы для этого, уже есть метод индекс, который уже говорит, я умею делать вот это. Это у меня микрофон. Аннотация, когда у нас, смотрите, когда мы методом говорим другому объекту, у меня есть метод индекс, я говорю другому объекту, у меня есть метод индекс, общайся со мной через метод индекс. Это связка explicit, это связка четкая, она однозначно, эта связка она однозначная, аннотация, она, это связка, которая не через язык проходит. Это такой маркер, который, как бы сообщение, которое не доходит до адресата. Так, Это сообщение, Просто аннотация лечит то, что в Java нету множества наследований, потому что иначе вы могли бы сделать пейдж, который get обрабатывающий пейдж, вы бы его наследовательство получили бы этот метод. Да. то есть мы говорим, что мы бы, там, имя было бы не индекс, там, а get, например, этого метода, да, или какой-то мы добавим еще метод. Егор, Егор. и знали бы, что кто умеет его обрабатывать. Аннотации — это относительно новая штука в Java, да? Java 5, но она вчера практически вышла. А такие вещи, как MVC фреймворки, dependency injection, делались и до этого тоже. И они делались с помощью двух совершенно других конструкций, одна из которых это маркер интерфейсы, а другая из которых это naming convention. Тот же самый get, вот этот, о котором мы сейчас говорили, был имплементирован раньше через маркер интерфейс и с помощью naming convention get. Значит, это, в общем-то, то же самое. Это другие способы. Были еще комментарии, которые... Был еще XML. Да, и были комментарии, которые парсировались в compile time. Да, это все было. Метадата, она нужна, без нее никак. Потому что нам нужно, ничего не говоря никакому диспетчеру, и не зная ни о каком диспетчере, задекларировать наши возможности. Я, как страница, умею обрабатывать get.
Кто что с этим делает, я не знаю. Но я умею нарисовать индекс HTML. Теперь приходит фреймворк, тот самый диспетчер, и говорит: слушай, чувак, мне нужно узнать, что ты умеешь. Давай, если ты умеешь одно, ты будешь имплементировать один маркер-интерфейс, если ты умеешь другой маркер-интерфейс, а еще мне нужно, чтобы твои методы назывались очень специальным способом. И это как раз хуже, чем метадата, которая выражена аннотациями. Я поставил аннотацию get, я могу имплементировать те методы, которые мне действительно нужны по полиморфизму, а не просто потому, что у меня нет другого способа описать, что я умею делать. То же самое с названиями методов. Названия методов, которые так тебе дороги твоему сердцу, я могу их назвать так, как мне Егор велит, а не так, как мне фреймворк велит. Фреймворк говорит начать с get. Егор меня учил с get никогда не начинать. У меня это в книжке написано, я тебе могу процитировать. Поэтому я не хочу начинать с get. А так у меня есть аннотация. Она не часть моего кода, она просто способ задекларировать, что я умею. И я никому ничего не диктую. Я понял, услышал. Я понимаю, ты хочешь сказать, что у нас есть два объекта, между ними нужно какую-то связь установить. И мы можем, например, определить это всего лишь через тип, то есть имплемент чего-то, но нам этой функциональности недостаточно, поэтому мы добавляем XML, аннотации, Java. Дело не в том, что недостаточно, это неправильное использование полиморфизма. Это неправильное использование. Маркер-интерфейс — это абьюз. Я считаю, что любой коннект между двумя объектами, кроме их инкапсуляции, он вреден по определению. То есть в любом случае, если у нас есть объект, и ты пытаешься его связать с другим объектом через какие-то сторонние механизмы, кроме инкапсуляции одного в другой, это уже вред. Ну я тебе скажу тогда, в чем проблема. Тогда ты меня вынуждаешь или писать свой собственный фреймворк, или очень хорошо знать мой собственный фреймворк. То, что мешает мне сконцентрироваться на коде. Что я имею в виду? Например, сейчас мне нужна вот эта функциональность, которая умеет рендерить страницы. Да? Все, что я хочу, это нарисовать индекс HTML. Если я работаю с фреймворком, который понимает мое декларирование моей метадаты, каким-то волшебным образом он знает, что я обрабатываю запросы get, то мне ничего не нужно знать о фреймворке, кроме того, какой вот этот вот способ декларации он понимает. Я знаю, что он понимает мои аннотации get, это все, что мне о нем нужно знать. Если теперь мне нужно засандалить мою страницу в фреймворк, который не декларативный, то мне нужно как минимум знать, в каком классе я должен создать имплементацию моего. Вот если ты вот эти свои 16 уровней вложений сейчас включишь, 22. это будет более полезный слайд, чем вот это. Нет, это полезнее. Хотя я понимаю, что ты на это посмотрел, да. Нет, так Все, что ты рассказываешь, все правильно, это процедурное мышление. Ты мыслишь объектами, которые равноправны, они не равноправны. как я могу не знать Не должны быть объекты равноправны. У них объекты есть меньше, есть больше, есть еще больше. Объекты находятся в иерархии, они не равноправны. Давайте. Нельзя их расставлять одинаково и говорить, что фреймворк это еще один объект. Они должны один в другой вкладываться, должна быть объектная композиция. А ты с помощью аннотации, ну не ты лично, но с помощью аннотации, мы эту объектную композицию уничтожаем. У нас нет никакой композиции. У нас есть я такой класс, и если с моим я такой объект, если вы со мной хотите работать, я сейчас налеплю на себя картинок, налеплю на себя этих аннотаций, и вы все узнаете, как со мной работать. Но это так не должно быть в ООП. Меня должны взять и вложить в что-то больше. Ну, Взять и вложить в что-то больше. Егор, ну ты спикер, окей? Ты сейчас, давай мы тебя смоделируем, потому что Колю мы уже моделировали, давай теперь тобой займемся. Ну ты, если ты помнишь, ты в оперативной памяти, у тебя есть секретарша, но кроме этого ты спикер, окей? Да. Теперь, есть разные конференции, ты не знаешь всех конференций в мире, и ты хочешь на них выступать. Да. Что ты делаешь для того, чтобы люди узнали, что ты спикер? У тебя есть страничка на твоем веб-сайте. Люди нашли, он спикер. Там есть какие-то видео твоих презентаций. Там есть слайды твоих презентаций. Это все метадата о тебе. И теперь следующая конференция, где-нибудь в Зажопинске, про которую ты никогда не слышал, они найдут тебя на твоем сайте и напишут тебе на e-mail, который метадатой прописан на твоем сайте: Егор, мы хотим тебя спикером. Потому что в противном случае, если ты не декларируешь эту метадату, или о тебе никто не знает, или тебе нужно будет самому выйти на организатора этой конференции. Это разные уровни. Ты сейчас говоришь об архитектуре взаимодействия микросистем. Ты говоришь, я в данном случае микросервис, и конференция тоже микросервис. В этом случае мы, да, взаимодействуем через обмен данных. Внутри микросервиса дизайн другой. Внутри микросервиса, если ты будешь продолжать мыслить категориями что-то говорит с Б через месседжинг, получится процедурное программирование.
Извини меня, объектно-ориентированное программирование это два объекта. Вот я не согласен, что общающиеся объектно-ориентированное программирование это два объекта, обменивающиеся данными. Нет. Объектно-ориентированное программирование это объектная композиция. Объекты собираются в более крупные объекты и потом в итоге начинают жить. Но данные, которые между ними циркулируют, это вторично. Хорошо, Давай кому-нибудь микрофон дадим. Ты мне только объясни. Я очень люблю тебя. Но... Я задаю вопрос и отдаю микрофон. Да. Объясни мне на примере твоем с пейджем и гетом, каким образом я могу сделать страничку гета, не зная внутренности работы твоего фреймворка. Ты, безусловно, ты должен знать, во что себя инкапсулировать. Конечно, ты должен знать, Я не хочу. во что, кому себя отдать. Я Как не в этом хочу. примере, который я показал. Я построил там эти 22 уровня объекта, я построил свой какой-то большой application, потом я должен знать фреймворк, которому все это отдать, который это дальше инкапсулирует А себя. как ты его отдаешь? И оно начнет жить. Отдаю как параметр в конструктор. Именно так. Все, давайте дальше вопрос. У меня сейчас все будет, да. Кто с микрофоном? Да, вот я с микрофоном. Спасибо. Да. Вопрос только немного разрядить обстановку. Вот, сколько контрибьюторов в этих open source проектах? Это первый вопрос. Я там в коде увидел какие-то странные префиксы. Можно рассказать, как вот они появились и почему именно такая архитектура? Контрибьюторов на самом деле много. Есть open source проекты. Ну, например, есть фреймворк, который, в общем-то, то, что вы видели, это код, да, это код приложения, но вот это большинство этих классов, которые вы здесь видите, вот, наверное, вот до этого уровня, вот так, вот аж сюда, вот это все приходит из фреймворка. И этот фреймворк, ну там, не знаю, человек, наверное, 40 точно контрибьюторов, так или иначе. Ему больше 2 лет этому фреймворку. Это отвечает на вопрос о контрибьюторах. По поводу префиксов, которые у каждого объекта, ну, это все, если в примере, который я приводил, там был page, то в этом фреймворке у нас не page, а take называется. То есть это такой слепок ситуации текущей. И вот это все TK, это префикс, который говорит о том, что это take. То есть и это take, вот он, fork который, и дальше это все тоже take. То есть они все имплементируют один интерфейс. Это все take. Это как в предыдущем я сказал page, там у нас был hello page и get page. Hello завернулся в get, завернулся дальше. То есть заворачивая так, мы все равно продолжаем, это все декоратор, мы продолжаем имплементировать один и тот же интерфейс. Вот отсюда берутся префиксы. Ну и тогда в продолжение такой вот вопрос. А если вот мы посмотрим сейчас на аннотацию и будем относиться к объекту с аннотацией и без аннотации, как к разным вот этим объектам, с разных, ну, спроецировать вот на твою модель с этой иерархией. Вот мы повесили аннотацию к zip, это будем считать уже такой более высокоуровневый объект, который добавляет функцию зипования трафика. Добавляем аннотацию flash, мы это еще оборачиваем в другой контент, который там идет, и так далее, и так далее. То есть вот, если на это так посмотреть, вот с этой точки зрения на аннотацию, то вроде как немного риторика меняется, и кажется, что то, о чем ты говоришь, оно хорошо ложится уже на такую модель. Ну, именно так и есть. Если мы добавим аннотации, действительно, ко всем этим, вернее, если мы возьмем, сделаем одну, этот page, один этот блок, который реально выдает данные, который знаем, где их взять, потом к нему прилепим, ну, там, десяток аннотаций, и у нас получится какой-то десяток объектов, которые каждый из них будет знать, что с этой аннотацией сделать. То есть получится такой десяток постпроцессоров, или как их назовем, которые будут внимательно смотреть на этот объект, и каждый добавлять свой функционал. Нам нужно будет каким-то образом сделать, чтобы они не конфликтовали между собой, то есть как-то обеспечить порядок этих постпроцессоров, какой-то последовательности, и получится реально тот же самый функционал. То есть я же не придумываю детали имплементации. Внутри действительно этот zip, он будет как был zip, так он zip и останется. Если он компрессирует трафик, он его компрессирует. Вопрос в том, как мы соберем приложение. Либо мы поставим в центр приложения то, что должно находиться на нижнем уровне. Что делает Spring? Он поднимает объекты нижнего уровня, эти самые там сервисы или как они называются, поднимает наверх, и мы на них смотрим по центру и считаем, что они выполняют, то есть они являются центром всей архитектуры. А те, которые делают обработку, допустим, HTTP трафика или его зипования, как здесь, они где-то там не видны. Должно быть совершенно наоборот. Мы должны сначала начинать с общего, а потом спускаться к ниже, к малому, от большего к меньшему. А аннотации переворачивают архитектуру с ног на голову. Как я понимаю, да. Давайте еще микрофон. Не такой момент. Ну, просто, во-первых, просто отвечу, что нужно знать, как работает этот фреймворк, чтобы сделать индекс, да? Но если мы хотим в Spring сделать индекс, значит, нужно знать, как работает Spring. Нет, вообще нет. Ну, все равно нужно открыть гайд, посмотреть колту. Там getting started вот такой. Ну, и здесь точно так. О нет! О нет! Вот, и момент номер два, то есть, просто в чем проблема? Сейчас, если у нас где-то пейдж, мы вот эту вот логику, да, ее идеально... Не слышно? Говорите в микрофон. Окей. Про это. Суть получается в том, что вот эту логику
давайте посмотри, что это get, ее, ну, как бы было бы логично вытащить в класс, в другой. И тогда нам, получается, нужно делать множественное наследование, и тогда мы можем его инженить. Но мы не можем делать множественное наследование, и поэтому приходится делать какой-то диспетчер, в который мы его вставляем. Да, вот так. Я не очень понимаю, на самом деле, откуда множественное наследование, здесь появился термин. Я давно им не Ну, пользовался. мы просто должны, если хотим этот вот, мы хотим какой-то утильный метод, который будет вызывать наш get. Именно, да, утильный, да. Вот, который будет внутри этого и будет сам себе дергать. Да. Если у нас много таких get pages, то нам нужно будет в каждую из них этот метод вставлять. Ну, конечно, мы хотим избавиться от этого, естественно. Мы выносим этот метод, как я показал, либо мы выносим его в какое-то место и называем его постпроцессором, или мы называем его утилитным классом. Мы называем его каким-то местом, которое знает о всех объектах с аннотацией get. Но мы можем это делать иначе. Мы тоже его выносим в другой класс, но потом мы этот класс оборачиваем его вокруг, мы заворачиваем все вот эти мелкие классы в этот, ну не декоратором в этом случае будет, ну может быть декоратором, уже может быть более крупным объектом. Просто сейчас особой разницы не произошло, то ли у нас дополнительное поле, то ли аннотация. Ну, я считаю, да, давайте еще. А можно 17? 17 слайд? Попробуем. Да. Вот. Вы здесь говорите про get page. А что, если нам нужно, чтобы эта страница обрабатывала одновременно и get, и пост запросы? Как вы без множества наследования уберете здесь дублирование кода? Ну, в данном случае это примитивная имплементация, которая делает только get. Если нам нужно сделать страницу, которая умеет обрабатывать и get, и пост, например, сделать это, например, в два направления. То есть, к примеру, я хочу, опять же, это примитивный ход следующий. Если, допустим, я разрабатываю фреймворк, и первый ход это у меня, давайте сделаем страницы, которые только get обрабатывают. А потом, давайте сделаем страницы, которые get влево отправляют, а post отправляют вправо. А третий вариант, говорят, метод not allowed. В этом случае я инкапсулирую page left, page right, или там page get, page post в этот класс. Называю его не get page, а get post page. Дальше делаю, если там внутри логика будет такая, если метод равняется get, то пошли налево, если метод равняется post, то пошли направо, а иначе метод not allowed. Это первый способ. Напомнить, что в случае, например, HTTP методов у нас как минимум 5. Если 5, тогда мы делаем... Все возможности нужно... Тогда мы делаем коллекцию, у нас есть в этой фреймворке есть коллекция, она называется fork by method. То есть мы просто инкапсулируем там такую некую map, такую карту, ну можно карту инкапсулировать, можно такие пары инкапсулировать, по которым он проходится и выбирает, куда ему бросать запрос. То есть диспетчинг никуда не девается. Как в стринге есть диспетчинг по методам, так и у нас есть диспетчинг по методам. Только в стринге он делается так, что мы его не видим, у нас он делается в классе, который мы все видим. У меня есть примитивная страница, я ее оборачиваю этот диспетчер по методам, и все замечательно работает. Там будет такой же диспетчинг, там тоже будет, там, не знаю, switch case, как вы его захотите заимплементировать. А можете показать еще раз вот тот слайд, где у вас много ложных был объект? Так? Точнее, не класс, а вот код, да? кусок кода. Да. Вот я так понимаю, что здесь не зря они вложены друг в друга без использования переменных. То есть получается, что вы фактически все время делаете древовидную структуру. Но по хорошему счету у нас структура обычно в коде намного сложнее, то есть они представляют собой C. Нет, не представляют они собой. Иногда я понимаю, о чем речь, иногда может быть, что объект нам нужен здесь, а потом еще раз здесь, да? И они могут... То есть мне нужно один объект поиспользовать в нескольких местах, да? В нескольких местах, и они могут друг с другом быть связаны двойной связью, туда или обратно. Вот я не считаю, что это правильно, когда они связаны туда и обратно. То есть когда в архитектуре у нас есть связи сверху вниз, а снизу вверх, то значит какая-то проблема в архитектуре, так и должно. Мы должны всю архитектуру иметь возможность разбить всю предметную область, разбить от большого к малому. У меня ни разу не было такой проблемы, что мне необходимо было объект нижнего уровня, какой-то вот отсюда, например, страницу, сделать так, чтобы эта страница, которая, например, здесь вот выдает мне, я не знаю, индекс page, вот она, вот этот класс выдает индекс page. То есть он рисует этот hello и показывает, сколько у нас сейчас доменов, то, что вы видели. Сделай больше шрифтов. Еще. А это нужно кому-нибудь? Видите все это? Вот это все, что здесь происходит вообще. Значит, вот у нас есть такой, давайте до самого начала, вот вы видели начало, да, вот такое. Да? Вот это у нас, вот этот объект, я вам что показал, называется TK-индекс, вот это индекс page. Вот это он рисует вот этот hello, значит, стартовую страницу. Вот это он маленький. Никогда не возникнет необходимости, видите, он инкапсулирует все базы. То есть он инкапсулирует в себе базу данных. Индексная страница инкапсулируется в базах. Если я уберу сейчас все вокруг и запущу только TK-индекс, у меня будет нормально функционирующая веб-система. Но только она будет все время показывать первую страницу. И она будет, и даже тип свой, и даже контент-тайп она не поставит.
Она даже не будет говорить, что она текст HTML, она будет просто отдавать вот такой контент сырой, всегда, при любом запросе, на любой URL, на любой query, на любой. Это такой сырой объект. Ему никогда не нужно будет знать о том, кто наверху. Он всегда объект нижнего уровня. Для того, чтобы его сделать умнее, мы его завернем в более умный, и так мы завернем его 20 раз, получится приложение, которое нормально функционирует, как обычная веб-система. Вот так. То есть у нее есть вот это все, она это все показывает, она нормально. То есть совершенно полнофункционально. Слушай, Егор, у нас же много вопросов, давай, может, к следующему перейдем? Давайте, да, конечно. Ближе к Еще ближе. Раз. Да. У меня вопрос, как, не знаю, с позиции своей прагматичности, суровой. Вот вы предлагаете следовать вашей идеологии, там, говорите, что она правильна. А что вот с позиции практики я выиграю как программист? Вот, или это просто вот следует, потому что это правильно? Где вот основные пункты, которые... Ну, я как программист, вот я писал эту систему, и я выбрал этот подход. То есть Почему? Это была совершенно практическая задача. Я не потому, что мне хотелось, это реальный продукт, который реально помогает мне, это CDN, который, у меня есть несколько проектов, которые деньги зарабатывают. То есть у меня была задача создать продукт. Я искренне пытался на спринге что-то создать несколько лет назад, и несколько попыток делал. Мне было очень тяжело. То есть для меня это процесс, который не доставляет никакого удовольствия. Это программирование в потемках для меня. То есть я себя чувствую не программистом, а сборщиком из каких-то кусочков, которые непонятно каким образом связаны. Я совершенно не понимаю, как они работают, они по какой-то магии запускаются, и я должен эту магию вытащить из документации, и я не могу понять, как это все собирается в единый объект. То есть где там целостность, где там единая архитектура. Для меня Spring является антипатом, весь целиком. Поэтому я такой подход использую, когда мне нужно, чтобы работало, я понимал. У меня есть проект на Ruby, который я закончил позавчера, и там та же самая архитектура, я могу вам показать. Все то же самое. Да, реальный Ruby проект, вот в нем есть такой, например, кусок кода. Это Ruby, это не Java. Не знаю, кто понимает Ruby, тот поймет. Ну вот это там Ruby, правда, я использую Sinatra, поскольку она есть такая фреймворк, типа Stringana или что-то. Но внутри моя архитектура, она, сейчас я вам покажу. Вот вам, пожалуйста. Ну вот та же самая идея. То есть, когда я говорю о бизнес-логике, когда я создаю какую-то бизнес-логику, то я собираю этот джоб. Вот у меня есть, допустим, джоб, я делаю один джоб, его другой джоб, потом третий, потом какой-то еще, четвертый, пятый. То есть 5 уровней этих джобов, даже 6. И в конце они там инкапсулируют какой-то там доступ к GitHub. Соответственно, такой один большой объект, и потом он запускается. То есть для меня это является натуральным, естественным, объектно-ориентированным дизайном. Это я не делаю, потому что мне хочется показать на конференции. Это реально продакшн код. Ну вот. Слушай, Егор, а у тебя же вот этот доклад доступен, да, публично? Доклад? Там как раз вот ты про это рассказывал. Да. Вот в Новосибирске доклад он есть в онлайне, да, я вам рассказывал. Я рассказывал о статических методах, потому что все, что я сейчас говорю про аннотации, то, что аннотации зло, они, в общем-то, делают тот же похожее зло, как и статические методы. То есть статические методы это тоже что-то, что находится вне объекта, что предполагает, что с этим объектом поработают и вернут нам назад, и совершенно противоречит этой концепции объектной композиции. Мы просто не можем говорить объектную композицию, если у нас находятся если объекты равноправны и находятся друг от друга вот так вот на Егор, расстоянии. а может просто ты ссылки в телеграм-чат кинешь, чтобы ребята потом посмотрели? Да, конечно, я скину. А сейчас просто я предлагаю, Давайте следующий, да. просто десятки, давайте мы чуть пооперативнее будем. Давайте быстрее. Поехали. Да. Больше не вопрос, у меня суждение. На практике у меня есть совет. Вы говорите, аннотация это зло. Аннотации зло, потому что они нарушают инкапсуляцию. Вот. Но тем не менее, даже вы делаете исключение из правила, апеллирует аннотация компиляционным аннотациям, аннотациям, генерирующим код, как алгоритм. Да? Да. Если обобщить, если все-таки обобщить как правило, то поправь меня, если я не прав, допустимы только те аннотации, которые ортогональны к нашей функциональности нашего приложения. То есть аннотация компиляции, аннотация статического анализа. Да, я отвечу, да, я понял вопрос. Вопрос, повторю, кто не услышал. Вопрос о том, все ли аннотации я считаю злом, или все-таки аннотации, которые, правильный термин, ортогональны, то есть перпендикулярны, то есть ни в одном направлении с нашей функциональностью, они окей, я полностью согласен. Аннотации, на самом деле, это произошел такой микс. Аннотации, по-моему, в Java, вернее так, аннотации Java используют для двух задач. Она, с одной стороны, вернее, они бывают runtime, а бывают compile time. Так вот, compile time аннотации, они окей, а runtime аннотации, они не окей. Вот и все.
такая у нас сумма. Ну, это очень странное Суждение было разделение. несколько более общее. Вот если рассматривать мое суждение как общее суждение, оно в целом верно. Ну, общее, я не считаю просто, что это одно и то же. Это две разные вещи. Аннотации compile time и runtime это две совершенно разные вещи. Если runtime аннотация это маркеры, на которые мы можем во время выполнения обратить Хорошо, внимание. я перефразирую немножко свой стейкинг. Все, что не рантайм аннотации, это пустим. Да, все, что не runtime аннотация, это окей. Да. Да, еще у меня был вопрос про... Хорошо. Давайте с этой Мы стороны. можем позже, я в конце выйду, у нас будет еще целый час поговорить. Дальше. С этой стороны. Да. У меня, собственно, вопросов нет. С точки зрения... Слышно меня, нет? Да, да. С точки зрения ОП я вас полностью понимаю и поддерживаю, да, так клево, так по-настоящему. И любой, кто писал там больше что-то по услову класса на чистой Java, ну не знаю, может для прикола, может для себя, может потестить, он понимает, что, наверное, так, если циклические зависимости не трогать, да, не повредить все это, а сделать правильно. Но с другой стороны есть там сроки, да, есть то, что мы должны, и вот то, что говорит пару там большинство программистов как сейчас находят. Зашел в Stack Overflow, там спринговый мануал, вам баг, продакшн, а потом они приходят на собеседование, ты пишешь, что спринг работает, где к нему подцепиться, и он бангух отвечает. Сходи, говорит, посмотри. Не, ну мы же сейчас не на тренинге по спринге, мы на конференции Java, где, по идее, собираются люди, которые смотрят в будущее и хотят как-то улучшить индустрию, в первую очередь. Да, действительно, индустрия сейчас находится в состоянии spring domination. Действительно, да, мы все вот копируем из Stack Overflow, вставляем, оно запускается, и нам платят зарплату. Но давайте посмотрим в будущее. Давайте подумаем. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Правая сторона, давайте вопрос. Отлично. Я спрошу, обсуждать не буду. Вот мой коллега предложил идею, я решил ее развить. А вы не думали написать фреймворк compile time аннотации, чтобы генерить вот это все, что вы показали? Причем аннотации отмечать, где надо генерить. Я на самом деле это хороший коммент, потому что многие люди воспринимают, так как многие из вас сейчас воспринимают вот это как какое-то зло. Вот скажите, кто из вас, поднимите руки, кому нравится на это смотреть? Вы видите? Когда я задавал этот вопрос в Минске, я был на конференции, это было год назад, никто не поднял руки, прошел всего год. То есть, значит, появляются люди. Значит, появляются люди потихоньку. Егор, ты не думал, что эти ребята, которые из Минска приехали за тобой? Может быть, да, может быть. Здесь вопрос есть. Да. У меня такой вопрос. А как ты пришел к такому видению? То есть, что стало последней каплей там? Или вот там в пятницу вечером сидел и такой, думаю, дай-ка я вот что-нибудь такое сделаю, чтобы вызвать бурю негодования у всех. Давай, Егор. Ну, это процесс долгий. То есть я много программировал процедурно, я много сталкивался с этим, с чем вы сталкивались. Но через какое-то время я начал, я не знаю, как это сказать, это процесс очень такой итеративный и эволюционный. То есть если посмотреть на мой код 2 года назад, он мне сейчас не нравится. Я много делал из того. Я вообще аннотации любил. У меня есть целая библиотека, которая дает аспектно-ориентированные аннотации, и она достаточно популярна. То есть если многие, ну кто-то из вас, наверное, ее слышал, JKB аспект, там return, failure, cacheable, там есть аннотации loggable, там есть аннотации, которые, ну, весьма популярны, люди ими пользуются. И я их посоздавал, потому что считал, что аннотация это прекрасно. Только полгода назад примерно я вот осознал, что на самом деле они мешают, они вот делают то, чего с моим кодом не должно происходить. Поэтому я не знаю, что будет через пару лет. Может быть, мы зайдем еще дальше, посмотрим. Да. Здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос. Есть как бы прямой подход, а есть подход от противного. Вот, допустим, конфигурация по умолчанию, это получается, ну, как бы подход от противного. Как вы к нему относитесь? Конфигурация по умолчанию, ну, Как в случае... включить, например, те штуки, которые мне не нужны? В случае ООП конфигурация по умолчанию я считаю secondary constructor. То есть это считает, на мой взгляд, это есть конфигурация по умолчанию. То есть у любого объекта должно быть большое количество конструкторов, так я понимаю себе ООП. У объекта должно быть там десяток конструкторов и несколько методов. Это вот такой правильный дизайн объекта. Несколько методов и десяток, а то или может быть 2 десятка конструкторов. Из них один primary конструктор, который с большим количеством, ну там, с полным количеством параметров, а все остальные это secondary конструкторы, которые являются конфигурацией по умолчанию. Я всегда могу создать, допустим, там new, я не знаю, там, ну, к примеру, new файл без параметра, и он должен указать на какой-то дефолтный файл. Ну, с файлом это не имеет смысла, а с объектами, которые более такие бизнес-ориентированные, это вполне имеет смысл. Поэтому я за дефолтные конфигурации, это неплохо. Вопрос из онлайна, нам задает Олег Полищук. Егор, а пробовал ли ты Spark Framework или Arc HTTP? Это же одно и то же, то, что ты говоришь.
Ну так, пробовал, не пробовал? Я АК пробовал так чуть-чуть совсем, Spark я Hadoop пробовал. Это, наверное, что-то другое, но они похожи. Это не тот Spark, да? Тогда нет, не пробовал. Я сильно сомневаюсь, что это то же самое. Я попробую. Окей, давайте следующий вопрос. Да. Здравствуйте, у меня вопрос, как вы это все расширять будете? Ну, то есть вы написали однажды все это, да, потом пришел к следующий, заинжектил вашу, вот то, что вы написали, как библиотеку. Ему, например, нужно теперь заэкстендить какую-то, ну, изменить функциональность. Как он это будет делать, когда вы все явно передали в конструктора? Ну, на самом деле, расширение всего этого это крайне несложная задача, потому что если мы смотрим сюда, то здесь, например, ну, то есть любой из этих объектов, ну, к примеру, возьмем это индекс page, да, вот, например, у меня есть индекс page, который что-то возвращает. Дальше я могу пойти вверх по этой иерархии и посмотреть, во что она заворачивается. В любой момент я могу остановиться и завернуть его во что-то другое заново. То есть эта матрешка, она, если мы из матрешки достаем, не знаю, 3 уровня мы раскрыли, потом 4-й, можем завернуть его в 5-й и собрать все уровни опять. То есть эта сборка матрешки, процесс достаточно динамичный. Я часто меняю этот код. Если посмотреть на лог этого файла в гите, то можно увидеть, что постоянно идут перетасовки и изменения. Мы все время меняем эту композицию местами, объект меняется. Поэтому, на мой взгляд, у меня в практике расширяемость очень легка и понятна. Давайте с микрофоном задавайте. Нет, все скопировать не надо. Смотрите, что мы хотим. Если мы хотим добавить новую функциональность к этому всему, то мы просто добавляем новую обертку для какого-то из объектов. Если мне нужно, чтобы все приложение изменило функциональность, я его оберну вот здесь, вот на вот этом уровне, во что-то новое, вообще большое новое. Если мне нужно, чтобы изменила функциональность какой-то вложенный один из объектов, я оберну его. И каждый объект является очень маленьким. Вот такое большое достоинство в дизайне. Каждый объект выполняет только свою одну функцию, поэтому каждый из них легко модифицирован. Егор, здесь вопрос. Да, слушаю. Спасибо за доклад. Очень хорошо, что открыта вот эта вот лестница. О! У меня такой вопрос. Вот вы говорите, там первые 8 уровней это фреймворки, то, что ТК помечено. Да. Я хочу воспользоваться возможностями вашего фреймворка ровно в том наборе, как он у вас написан. Да. Я должен буду у себя вот эту лестницу скопировать? Да, проект? Да. В каждом проекте? Ну да, безусловно, в каждом проекте. Вы можете создать, если вы хотите, например, ну, потому что каждый из них является какой-то функцией, ну, что он что-то делает. Если вы хотите зиповать контент, ну, вот, допустим, вы хотите, чтобы у вас в приложении был zip, то вы добавите zip. Если вы хотите, чтобы у вас там версия отдавалась там, в хедере, вы поставите это. Вы хотите, чтобы у вас там был на случай эксепшена, был какой-то эксепшен страница рисовалась. Егор, ну ты понимаешь, что это то же самое, что поставить эти аннотации над классом для юзеров? Технически, конечно, это будет работать так. Для юзеров абсолютно нет, для точно. юзеров это разное. Если у вас есть юзеры, есть программисты. Так вот, для программистов так лучше, для юзеров лучше поставить аннотацию. И давайте ему микрофон. Это абсолютно то же самое, что поставить аннотации. Для пользователей твоего фреймворка это абсолютно функционально, конечно, мы имплементируем ровно то же самое. Но когда человек делает так, он же здесь поставит эти декораторы, и он же весь свой код будет также дизайнить. Он на уровне фреймворка завернет там в 5-7 декораторов или в 5-7 этих объектов и пойдет дальше вглубь свой код писать точно в таком же подходе. Он будет думать объектами, будет думать объектной композицией, а не думать своей одной страницей, а дальше вокруг него мрак находится. Дальше какой-то спринт, которому он ничего не понимает. И он только знает, что нужно пойти на тренинг, послушать, какие аннотации прикрепить их и пойти домой. Слушай, мне кажется, пора тренинг делать вот поэтому. Конкуренция будет хорошая. Я проводил на самом деле тренинг в прошлом месяце. Целая компания меня пригласила, которая, оказывается, пишет уже все вот так. Я был очень удивлен, в Германии компания, они пишут все вот так. Они показали свой код, прям показали при мне, на Swift. То есть они не Java, а Swift. И вот я сначала тоже так смеялся, когда услышал про Swift. Но когда они показали свой код на Swift, я был действительно, у меня был удивлен, что они уже целый год, и с моей книжкой, они в руках, и вот они пишут. Следующий вопрос. Спасибо за ваш интересный подход. У меня такой вопрос. Я просто с вашим фреймворком, конечно, не знаком глубоко, скажем, вообще не знаком, не знаю, к сожалению, к счастью. Вот у меня такой вопрос. У вас тут целая лесенка вложенности, да, то есть вы создаете объекты, вкладываете в объекты и так далее, и так далее, и так далее. И вы говорили, что то есть мы должны вкладывать объекты в порядке того, как они друг от друга зависят. Точно. То есть получается, если вы хотите, чтобы у вас ваш сервис отдавал там версию, вы сначала решаете, что это объект аналитического уровня, а потом вы хотите еще прописать, что он умеет там GZIP, сжатие. Я лучше умею писать. Мне кажется, что это параллельная друг другу, в принципе, функциональность. То
То есть неважно, в каком порядке будет прописано. Не могу, это правильное замечание, действительно, можно иногда инкапсулировать их один в другой, а можно создать такой, хотя это хуже, но можно создать такой общий декоратор, что ли, который внутри проинкапсулирует, как strategy pattern, то есть он какую-то стратегию сюда вставит. Но мне это кажется не такой элегантный подход, мне нравится так. Хотя действительно они на самом деле не всегда разного уровня. Здесь, например, понятно, что давай объект, отдающий версию, объект, компрессирующий контент, это одного уровня, их можно менять местами. Но лучше их ставить вот в такой матрешке все равно. Да. Здесь вопрос есть. Небольшое отклонение, можно еще тогда? А если я вот случайно как-то там где-нибудь не в том порядке вызову вот такие вещи, есть вероятность, что это сломает? Ну, конечно, может сломаться, может быть другое поведение, безусловно. Вы будете понимать это поведение. Это не где-то там, потому что этот спринт нашел аннотации и перепутал их местами. Вы сами так поставили, вы собрали матрешку с ног на голову, у нее ноги вверху, голова внизу, оно не работает. Ну поменяйте местами, так и здесь, вы же ее видите. А так у вас это самая маленькая матрешка, и вдруг она начинает ездить на велосипеде. И вы думаете, как она это делает? Ну как-то она это делает. Конечно, вы идете на тренинг, вас там мучат и говорят, ну что вот здесь вот уколоть ее вот в это место, и она поедет. Здесь вопрос. Егор, мне кажется, что ты вводишь в заблуждение на целую кучу народа, и то, что ты эту лестницу нарисовал, это очень далеко от объектно-ориентированного программирования, где, в принципе, message passing это была основная идея. А то, что ты сделал, это, в принципе, функциональное программирование чистое, что у тебя как бы композиция функций идет, и в конце у тебя получается одна функция, которая обрабатывает все твои реквесты. В принципе, мне кажется, ты вообще неправильный язык программирования выбрал. Тебе нужен closure, и если на closure это же самое перепишешь, один в один уберешь все слова new, и будет все такая же лестница, столько же скобочек, и будет все работать. Парирую. Я не первый раз это слышу, безусловно, я слышу часто это замечание. И действительно, вот, на мой взгляд, два комментария. Первый, на мой взгляд, идея о том, что объектно-ориентированное программирование, она о message passing, это ошибка, на мой взгляд. Она ничего хорошего не принесла, она лишь только помогла нам процедуры сложить в объекты, назвать их объектами и начать обмениваться данными. Поэтому я с Аланом Кейем не согласен в этом вопросе. Понимаете, как хотите. Но это было сказано 30 лет назад, когда эта концепция была придумана. На ней был smalltalk, по идее, на ней сделан. В итоге это все выродилось в Java, мы имеем сейчас Java, в которой ООП и близко нет. Поэтому хорошо было придумано или нет, на мой взгляд, плохо. С другой стороны, отвечая на второй вопрос, есть функциональная композиция, есть объектная композиция. Они даже на Википедии стоят рядом и друг о друге говорят. Вот это называется функциональная композиция. Я не придумал этот термин, посмотрите на Википедии, целая статья. Функциональная композиция выглядит ровно точно так же, совершенно правда. Если убрать слова new и сделать открывающиеся скобки, то получится язык лист. Но у лист нет инкапсуляции, нет стейта точнее. У функции, которые функционально программированы, нету стейта. А в объектно-ориентированном программировании есть стейт, и у каждого объекта есть несколько методов. Поэтому, на мой взгляд, ООП мощнее, чем функционально. Но они идут рука об руку, они очень близки по своей концепции. А то, что мы имеем в Java, это вообще не принято. Вопрос вот в серединке давайте. Вот здесь еще вопрос. Да. Добрый день. Уже спасибо большое за доклад. Уже упоминались и конструкторы множественные. Я бы напрашивался вопрос, а почему не сделать это на билдере? То есть банально паттерн билдер собирать. Мы можем применить любой порядок. Мы можем видеть, какие объекты у нас туда поступают. Да, билдер тоже хороший вопрос. Часто спрашивают, почему не используют. Я категорически против билдер паттерна. Знаете, что такое билдер? Да, это мы его создали, а потом мы в него добавляем через один и тот же метод или через разные методы. Мы говорим его там, ну добавь еще, добавь. Билдеры используются там, где объекты слишком большие. Если у вас объект инкапсулирует больше, чем 4 атрибута у него, то это вы уже пошли в неправильном направлении. То есть объекты должны инкапсулировать 2, 3, ну, максимум 4 атрибута должно быть внутри. Если их больше, значит проблема. А билдеры помогают нам именно там, где у нас много атрибутов, потому что конструктор не справляется. И нам нужно вместо одного простейшего конструктора с 2 аргументами, нам нужно сделать билдер с 10 функциями. И через билдер этот нашпиговать этот объект данных. Это в принципе дизайн-паттерн, который ведет нас в сторону неправильных объектов. Поэтому я против билдеров в принципе. Такой мой ответ. Здесь вопрос, Егор. Да. Добрый день, Егор. Вот покажи, пожалуйста, слайд, где был вот, добавлен get page. Это убрать, да? Да, так, get page, да. Вот он на самом деле вызывает у реквеста метод, который по сути является геттером. И он ничем не отличает, ну то есть здесь реквест приходит как аргумент, и точно так же он приходил в page изначально как аргумент.
Поэтому я не вижу какой-то здесь принципиальной разницы. Не, ну тут Надо совершенно надо правильно делать замечаете. который запроцессит уже вот это вот Ну, конечно, да, я полностью согласен. Этот дизайн не очень красивый, безусловно. Внутри класса GetPage мы имеем процедурный код. Да, внутри этого класса он реализован не прикольно, потому что это точка метод, это на самом деле getter, вы правы, да, и дальше это просто сравнение строк. То есть если делать правильно, то там внутри тоже должен быть объектный код, и request должен сам определять, пойдет он по get направлению или не пойдет. Вместо того, чтобы из него достать этот текст и сравнить строку со строкой, сам request должен определить, а get ли он, и подходит ли ему эта страница, ну, пойдет ли он по направлению get. То есть это правильный комментарий, но я не стал в рамках этой презентации. С задних рядов. Здесь вопрос. Да. Спасибо за доклад. Понимаю вашу боль с аннотацией. Спасибо за доклад. Понимаю вашу боль с аннотациями, но считаю ее необходимой. К сожалению, такой вопрос. BDSM, да? Ну, примерно. Первые полгода со спрингом это была страшная боль, почему эта хреновая аннотация не видна. Такой вопрос. Вы знакомы с event-driven системами и как вы их собираетесь реализовывать в отсутствии контейнеров? Потому что в конечном итоге это некая обертка над акторами, которые все-таки отправляют друг другу месседжи, или вы считаете, что event-driven системы не могут существовать как таковые? Нет, я за event-driven систему. Это просто совершенно другой вопрос. Это вопрос архитектуры. Это как спросить, а что вы думаете про микросервисы? Ну, микросервисы это прекрасно, а что я думаю про continuous integration? Это совершенно из другой области. Event-driven это хорошо, мы должны передавать ивент, ивент идет из одного какого-то модуля в другой модуль, но эти ивенты не должны быть, объекты не должны быть event-driven. То есть я против того, чтобы объекты обменивались сообщениями, и этот процесс был как бы главным. Когда у нас два объекта, между ними идет вот такое вот общение. Это неправильно. А когда у нас две такие субсистемы или два модуля, между которые, допустим, через хаб какой-то обмениваются ивентами, это просто требование архитектуры, вы должны так делать во многих случаях. Поэтому я за event-driven дизайн, event-driven архитектуру, но против идеи объектов плюс месседж. Так. Еще один вопрос. Да. Спасибо за доклад, очень интересно. Вот, вопрос следующий. Вы говорите, у вас там контрибьюторов много, там, те, кто вкладываются, а как это дорабатывается? Вот два человека захотели промодифайлить там 15 вложенный класс из 16. То есть я должен понять, что там подо мной, что там надо мной, и при этом это сделать параллельно с кем-то. Как это вообще выглядит? Проблем там не сталкиваетесь с каких-то? Ну нет, мы не сталкиваемся, таких проблем нет, потому что наши классы, они не знают ничего о том, что над ними в первую очередь, то есть нет такой связки назад, мы не знаем, кто этот класс будет использовать. То ли его будет использовать какой-то диспетчер там, или не знаю, какой-то класс более высокого уровня, то ли юнит-тест, то ли его будет использовать какая-то комбинация класса снаружи. Ему совершенно должно быть все равно. Он совершенно самостоятельный класс. Его заботит только тот интерфейс, который он экспозит, и те атрибуты, которые он инкапсулирует. Поэтому проблемы с модификацией у нас практически не возникает. Тем более легко писать интеграционные юнит-тесты. Мы все время в каждом тесте мы пытаемся собрать эти классы в разных комбинациях. Допустим, у нас есть класс там, из этого кода какой-нибудь там, не знаю, там, getPage. Мы этот getPage по-разному тестируем с разных сторон. Не в вот этой полной матрешке, а строим эти фиктивные матрешки в рамках юнит-теста. Во-первых, включаем в него всякие фейк-объекты, ну, моки там, или эффекты фейк-объекты. Во-вторых, заворачиваем его в фейк-объекты. То есть мы его с двух сторон пытаемся протестировать и оборачиваем большим количеством тестов. Это очень легко сделать, потому что объект изолирован. Нет никаких аннотаций, во-первых, нам не нужно, ну, знаете, тестирование в спринге это большая проблема, чем, наверное, написание кода. То есть написал, ты поставил аннотацию get, а теперь попробуй написать к этому всему тест. Посмотрите, как выглядят тесты для спринга, не знаю, я представляю. Как они выглядят тесты для вот этого JAX-RS. Это какое-то такое что-то сложное, в котором мы что-то запускаем, и потом надеемся, что это что-то найдет наш класс, найдет там get, и оно заработает. Но мы не видим процесса конструирования объекта. Это сложно и неудобно. У нас все совершенно просто, потому что мы полностью копируем продакшн код в нашу логику продакшн кода, мы видим внутри юнит-теста. Поэтому юнит-тестов очень много, они пишутся легко, и поэтому при любой модификации мы всегда ловим другие ошибки. Аннотации для тестов используете? Аннотации, ну, мы в JUnity, да, к сожалению, используем. Коллеги, у нас времени потихонечку уходит. Давайте два последних вопроса. Первый вопрос онлайн. Говорят, что у тебя где-то в лестнике лямбда затесалась. Что это такое? Можешь показать? Смотрите, какие в онлайне. Да, действительно, здесь есть лямбда, это Java 8, поэтому здесь такая есть штука, которая... Вот этот код, я ждал этого вопроса, пытался вчера ее заменить на что-то другое. Ну не заменил, да, а осталось... Utility класс! О боже! Да, и еще
еще и exception util. Так. Вы видите, я как бы использую те вещи, которые использую, то есть это все не идеально, конечно. Но, например, вот такую штуку, например, мы есть, смотрите, вот это у нас класс, вот это объект. Вот это scriptdef, это вместо формат, вместо string.формат. Мы уже сделали шаг вперед небольшой. Мы ушли от string.формат и привели такой класс. Ну, с солянками еще пока не разобрали. Но вообще в идеале, совершенно правильный коммент, в идеале должно быть слева только слова new. Все слева должны быть new. Пока это не так. Да. Последний вопрос. Последний. Сейчас мы до него Потом добежим. пойдем туда, я выйду, можно будет после мной пообщаться. Еще какое-то время. Ну, а Егор будет доступен через 5 минут в дискуссионной зоне, да. Да. Итак, вопрос. Последний. Здравствуйте. Егор, я понимаю, ваш доклад, он, наверное, имеет цель немножко потроллить нас всех. Поэтому я возьму на себя смелость потроллить вас немножко в ответ. У меня будет два вопроса, и они не будут по программированию вообще. Один будет по психологии, другой по экономике. Давай в дискуссионную зону перенесем. Да нет, давайте здесь. Суть вопроса в чем вообще? Суть вопроса следующая. Ну, мы все понимаем, что вы в меньшинстве. К сожалению, к своему личному сожалению, вы в меньшинстве. И, наверное, вы чувствуете себя не всегда комфортно. И, находясь в меньшинстве, первый вопрос, который я хотел задать, это вот, собственно говоря, ваши личные ощущения. Они доставляют вам удовольствие? И второй вопрос, который вытекает из него, по экономике. Егор, хорошенько подумай, прежде чем отвечать. Все записывается. У нас толерантное общество, все нормально. И второй вопрос по экономике. Я понимаю, что наверняка этому подходу следует немного программистов. И наверняка есть функционал, который они пишут по-своему, и он сложный функционал, и, вероятно, возникают какие-то моменты, когда вам приходится этот функционал переписывать с нуля, чтобы встроить в эту лесенку. Недорого ли это получается? Да, начну со второго вопроса. Над первым еще думаю. Второй вопрос, на самом деле, да, это правильный коммент, действительно мы много переписываем, потому что действительно проще взять существующую библиотеку и на ней все запустить. То есть, например, вот этот фреймворк, который вы сейчас видите, вот в этом коде, в этом приложении, там строк, наверное, всего на Java, может быть, там 4-5 тысяч, а во фреймворке там 30 тысяч. То есть я написал 30 тысяч строк бесплатно, чтобы потом иметь возможность писать код за деньги, меньше по размеру. Ну, действительно, так на это приходится идти, но это интересно, и в итоге общий бенефит мы видим выигрыш, потому что в итоге программирование становится легче. Вот эта лесенка, она более поддерживаемая, удобная. То есть мы финансовый бенефит я чувствую. Хотя пришлось сделать инвестиции. И продолжаю делать. Я продолжаю делать библиотеки, дополнять их, расширять, но это бесплатно. Зато потом это приходит обратно. Насчет меньшинства, ну, я себя чувствовал в меньшинстве больше 2 года назад, чем сейчас. Сейчас даже в этом зале, если сейчас спросить, то есть здесь люди, которые стараются писать так же. Давайте попробуем задать этот вопрос. Вот кто из присутствующих здесь, прочитав мои доклады, посмотрев эти доклады, может, прочитав мою книгу, изменил свое отношение к Java, к программированию и движется в этом направлении? Кто может вот так поднять руку и сказать, что это так случилось? Ну, то есть я хоть, человек 10-15. Я хоть и в меньшинстве, но это меньшинство увеличилось. Если бы я задал вопрос такой же год назад на JPoint, там, может быть, один человек был, я задавал такой вопрос. Один человек из аудитории. Сейчас было человек 15. Не, ну Егор, ты не забывай, что это все 15 человек, которые на этой конференции тебя знают. Приехали из Минска, которые... Ну, да, я понимаю, да. Я к тому, что наше меньшинство растет и... А так, вот прежде чем мы закончим, кто сейчас в какой-то степени разделяет мнение Егора, поднимите руку, пожалуйста. Держите. Вот, смотри, а теперь эксперимент. Не-не-не, держите. А теперь опустите руку те, кто сегодня пришел сюда и не разделял этого мнения. Вот видишь, то есть половина опустила руки. Половина. То есть получается, что вот это вот... Ага, передумали, начали... Стали держать. Не, ну значит какой-то эффект это производит. Все, спасибо, да. Спасибо, я буду... Также напоминаем, что в этом перерыве